Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня предлагаю приготовить торт Пани Валевская, который готовится из самых простых продуктов и получается просто невероятно вкусным. Список всех ингредиентов вы сможете найти в описании под этим видео. Отделяем белки от желтков. Белки пойдут на меренку, часть желтков я буду использовать для крема, а вторая часть пойдет в тесто. И начинаем с приготовления заварного крема, так как ему нужно время, чтобы остыть. В сотейнике соединяем желтки, сахар, муку и кукурузный крахмал. Сюда же добавляем часть молока от общего количества и все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Как только масса стала однородной, вливаем оставшееся молоко, немного перемешиваем и ставим на средний огонь. Постоянно помешивая, доводим до загустения. Как только масса начала густеть, начинаем активно помешивать и увариваем еще примерно 1 минуту. Затем снимаем сотейник с огня и переливаем крем в другую мисочку, для того, чтобы он быстрее остыл. Обязательно накрываем пищевой пленкой, чтобы он у нас не заветрился, и оставляем остывать до комнатной температуры. Также для крема нам понадобится теплое сливочное масло, поэтому его нужно заранее достать из холодильника. Теперь приготовим тесто для песочного коржа. В просеянной муке добавляем сахар, разрыхлитель и все хорошо перемешиваем венчиком. Теперь добавляем холодное сливочное масло. Его предварительно необходимо нарезать на маленькие кубики. И теперь перетираем руками в мелкую крошку. Это также можно сделать в блендере, натереть холодное масло на крупной терке, либо порубить муку с маслом ножом. Делайте любым удобным для вас способом. Главное, чтобы в итоге у вас получилась вот такая крошка. К ней добавляем желтки и замешиваем тесто. Тесто получается очень рассыпчатым, это нормально. Если у вас получилось слишком рассыпчатое тесто и его не получается слепить в комок, то можно добавить столовую ложку сметаны или немного холодной воды. У меня тесто собирается, поэтому я ничего не добавляю. Противень застилаем бумагой для выпечки. У меня он стандартного размера 30 на 40 сантиметров. Высыпаем на него крошку и формируем из нее корж размером с противень. Плотно прижимаем тесто руками. И затем можно подкатать тесто гладким стаканчиком. Вот такой гладкий корж у вас должен получиться в итоге. Если у вас есть время, то поставьте тесто в холодильник на минут 20. Но, если честно, тесто я никогда не охлаждаю и выпекаю его сразу. Выпекаю я его при 180 градусах 15 минут. Корж должен просто немного подпечься, до такой легкой румяности. Для слоя безе берем отложенные белки, добавляем к ним щепотку соли, всыпаем сахар и начинаем взбивать сначала на маленькой скорости миксера и затем постепенно ее увеличиваем до максимальной. Да, в данном рецепте можно всыпать весь сахар сразу. Не переживайте, за время взбивания сахар полностью растворится и меренга будет стабильной. Конечно, время взбивания немного увеличится, но лично для меня такой способ гораздо удобнее. Но если хотите, то можно сначала взбить белки до пены и уже потом, продолжая взбивать на маленькой скорости миксера, постепенно всыпать сахар. Оба способа правильные и оба рабочие, поэтому делайте как вам удобнее и привычнее. Постепенно белковая масса увеличится в объеме, станет более пышной, воздушной и блестящей. И вот такая консистенция у вас должна получиться в итоге. Более плотной и глянцевой. А при переворачивании белки остаются неподвижными. Теперь добавляем крахмал
И аккуратненько перемешиваем уже лопаткой, движениями снизу вверх. Конечно, можно перемешать и на маленькой скорости миксера, но есть риск уже перевзбить белки, поэтому лучше аккуратненько вмешать крахмал лопаткой. Во всех своих рецептах я использую именно кукурузный крахмал, так как он не имеет никакого запаха и вкуса. Посмотрите, масса получается достаточно плотной и стабильной. И когда переворачиваешь лопатку, белки не стекают. И вот так выглядит корж после выпечки. Он должен слегка подрумяниться. После того, как достали корж из духовки, духовку не выключаем, а уменьшаем температуру до 160 градусов. При этой температуре мы будем выпекать белки. Уже остывший корж смазываем равномерным слоем джема, либо вареньем из черной смородины. Его можно приготовить самостоятельно, но сегодня я использую уже готовое смородиновое варенье. Также его можно заменить на джем из других ягод, но желательно, чтобы это были ягоды именно с кислинкой, иначе готовый торт может получиться приторно-сладким. И, конечно же, важно, чтобы джем был густым. Поверх ягодного слоя выкладываем меренгу и также распределяем ровным слоем. Еще я советую приготовить шоколадный брауни с прослойкой чизкейка. Он очень вкусный, красивый и с насыщенным шоколадным вкусом. Моя семья его просто обожает. Обязательно попробуйте, и я уверена, вы останетесь в восторге. Ссылку на видео я оставлю в описании под этим видео. Старайтесь распределять меренгу ровным слоем по всей поверхности, чтобы готовый тортик получился ровным и красивым. Сверху по желанию можно посыпать орешками. У меня сегодня мелко порубленный грецкий орех, но подойдут любые, например, миндаль, миндальные лепестки, либо фундук. И отправляем выпекаться при 160 градусах ориентировочно 20 минут. Меренга должна хорошо подрумяниться. У меня уже все готово. Меренга хорошо поднялась, сверху появилась хрупкая корочка, а внутри она осталась мягкая и воздушная. Оставляем полностью остыть и за это время закончим приготовление крема. Масло и заварная основа уже стали одинаковой комнатной температуры и начинаем взбивать масло до пышного и светлого состояния. Во всех своих рецептах я использую масло 82,5% жирности. Для приготовления такого крема очень важно, чтобы и масло, и заварная основа были одинаковой комнатной температуры. Иначе крем может получиться неоднородным. После того, как масло заметно посветлело, постепенно начинаем добавлять заварную основу, примерно по 1-2 столовые ложки. И каждый раз все хорошо перемешиваем миксером. Долго взбивать не нужно. Как только масса стала однородной, сразу же добавляем следующую порцию. Если взбивать слишком долго, то крем расслоится и исправить его будет уже очень сложно. Такой крем готовится несложно, но есть пару нюансов, которые необходимо соблюдать, и тогда у вас точно все получится. В итоге у вас должен получиться вот такой гладкий и однородный крем. Кстати, по вкусу он очень напоминает подтаявшее мороженое. За это время наш корж уже полностью остыл. Аккуратненько перекладываем его на стол и острым ножом разрезаем на две равные части. Одну часть перекладываем на досочку, либо на подложку, на которой будете подавать торт. Выкладываем на нее заварной крем и распределяем его ровным слоем. Крем получается достаточно мягким, но он хорошо держит форму и легко распределяется. Равномерным слоем распределяем со всех сторон. Сверху выкладываем второй корж и немного подравниваем крем по бокам. Ну что, торт почти готов. Осталось поставить его в холодильник на стабилизацию минимум на 2 часа, либо можно оставить его там на ночь. Торт
получается очень красивым и даже украшать не нужно. У меня он простоял в холодильнике около 4 часов, хорошо стабилизировался и пропитался. Он легко нарезается и не разваливается. Хрупкое песочное тесто, кислинка смородины, нежное как облачко меренга, приятный хруст орешков и, конечно же, крем по вкусу напоминающий мороженое. Сочетание просто невероятно вкусное, поэтому обязательно пробуйте приготовить, уверена, что вы останетесь в восторге. Сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и обязательно напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Пробуйте приготовить и присылайте свой результат к нам на почту. Она указана в шапке нашего канала. Также на канале каждую неделю выходит новое видео простых домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Ваша поддержка очень важна для нашего канала. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки! На самом деле очень сложно описать словами, насколько этот торт вкусный. Честно говоря, это мой второй кусок. Первый я съела с огромным удовольствием, с чаем. Это очень вкусно. Хрустящая основа песочная, безе, смородиновая начинка, а крем из заварной основы и сливочного масла напоминает мороженое. Она отлично сочетается. Я, кстати, пробовала заменить сливочное масло на сливки, и тоже получается очень вкусно, очень похоже на мороженое. Я мороженое очень люблю, и когда в десертах присутствует вкус мороженого, я просто в восторге от таких десертов. Этот десерт очень вкусный, если вы его никогда не пробовали, я очень советую попробовать. Мой рецепт, он очень вкусный, просто невероятно. Конечно, можно пропустить и не добавлять заварную основу, но я все-таки советую ее оставить и попробовать весь десерт целиком. Торт получается достаточно большой, на большую семью. Если будут гости, обязательно приготовьте, попробуйте. Готовится он несложно и, в принципе, недолго, поэтому пробуйте, готовьте, и уверена, у вас все получится. Кстати, этот торт, его рецепт из Польши, и у него богатая история. Эту историю я рассказала в нашем телеграм-канале, ссылку на телеграм я оставлю в описании, поэтому переходите, прочитайте, если вам интересно. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. У нас выходят самые вкусные, простые рецепты десертов. Мы стараемся публиковать каждую неделю и отбирать рецепты именно из простых продуктов. Поэтому обязательно переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый рецепт.